человек и природа очень взаимосвязаны с собой. Отрыв человека от природы влечет за собой определенные трудности. Но, наверное, не до конца люди понимают, насколько природа и человек едины, и насколько этот аспект жизненно необходимый для вообще жизни и существования человека. Вот ты как астролог можешь мне рассказать вот эту вот основу, чтобы я понимала исток, откуда почему, все исток, взялось, да, откуда все взялось, да. Все привыкли думать, что астрология – это звезды. Это звезды, планеты, какие-то галактики. На самом деле это очень все просто. Самая главная планета в астрологии – это не Марс, не Юпитер, не Венера. Это наша любимая Земля, наш земной шар. И в отличие от астрономов, астрологи ставят Землю в центр. То есть мы родились на планете Земля, так обозначается Земля. Так. И вот она стоит в центре. Вокруг нее вертится все остальное. Мы родились здесь. Мы здесь и умрем. Мы как ты, Света, Уля. Но и мы как народы. Русские, китайцы, индусы. Мы все здесь родились. Живем по законам природы. Жить по законам природы тоже очень просто. Соблюдая сезоны. Зима, лето, весна, осень. 4 сезона. Да, известно даже детям. Известно даже детям, всем известно, что у нас 4 сезона. Хорошо. Но все народы жили в разных условиях, в разных климатических условиях, с разной средой, наследственностью, с разным воспитанием. У них были разные календари, там юлианские, григорианские, неважно где. Но где же найти середину зимы, весны, осени и лета? А теперь включаем математику. Самый короткий день, самая длинная ночь у нас бывает раз в году. День зимнего солнцестояния. 22 декабря Солнце переходит из Стрельца в Козерог. Вот, Стрелец и Козерог – это зима. Лето, соответственно, середина – день летнего солнцестояния, когда солнышко переходит из Близнецов в Рак. Это лето. Середина весны и осени – это дни равноденствия. Тоже бывает 2 раза в год. Весна у нас. Рыбы. Овен 23 марта. И 23 сентября Дева. Весы у нас осень. Знаки, которые между ними, получается, Скорпион, Водолей, Телец и Лев – это межсезонье. Переход между весной и летом, летом и осенью, осенью и зимой. Если мы берем и объединяем всю эту картинку, мы получаем ту вещь, которую давно-давно нам рисуют китайцы. Получили вот эту, инь-янь, где инь по-русски это вода, а ян это огонь. Хотя многие говорят янь. Ян, правильно, ян, Правильно, огонь. ян. Огонь, ян. Вода, огонь. Все, это закон нашего проявленного мира, по которому мы живем. Мир наш дуален. День, ночь, зима, лето, мальчики, девочки. Левое полушарие, правое полушарие, X-хромосома, Y-хромосома.
И Земля, и каждый человек в отдельности несет в себе две эти энергии. Это не добро и зло, прошу не путать, не добро и зло. Это разные функции. У мальчиков задача давать, они у нас спермоносцы, они должны дать, зачать, оплодотворить. И все мужские энергии огненные, они энергии победителей. Творить, работать, учиться, побеждать. А женские энергии брать, сохранять. Как вода сохраняет зимой во льду замерзшие животные, допустим. Или вода имеет память у нас. Единственная структура, которая имеет память. Вот. Вода и женщина, они сохраняют. Каждый человек в отдельности на 80% состоит из воды. То есть вода – это вся химия тела. А химия тела – это здоровье. За все водные процессы, за приливы, отливы у нас отвечает Луна. Луна – женская планета. За все мужские процессы огонь отвечает звезда по имени Солнце. То есть вот она дуальность нашего мира. Летом больше солнца, зимой больше холода, воды. Верьте, дерзайте, творите, познавайте себя, и вы познаете мир. До новых встреч!